Добрый день! Сегодня мы поговорим в общем о жизни в Узбекистане и о некоторых мелочах, которые я подметил. Вы узнаете особенности менталитета местных жителей и, посмотрев это видео, вам легче будет адаптироваться при переезде. Либо, если вы только задумываетесь о переезде и присматриваетесь, то сможете заранее оценить ситуацию, узнав основные местные порядки, вдруг какой-то факт вам неприемлем. И сразу один полезный при переезде лайфхак. Не забудьте поменять в настройках телефона Google аккаунта страну проживания. Это упростит доступ ко многим сервисам. И как вы уже догадались, вы на канале «Едем жить в Узбекистан». И небольшое обновление информации по визам в Узбекистане. Поскольку я хотел захватить широкую аудиторию, то я давал минимальное значение срока нахождения здесь в 2 месяца, отталкиваясь от ограничений для стран СНГ. Сейчас, понимая, что этот канал смотрит в основном в России, то я дам корректировку именно для граждан России. Конкретно гражданам России визы для нахождения в Узбекистане не нужны вообще. Раньше было 60 дней, потом сделали 90 дней. Сейчас же виза отменена вовсе. Все, что нужно, это оформить временную регистрацию по месту жительства. И сделать это не проблема. И стоит она не более $15 за год. Регистрация эта продлевается сколь угодно раз. Каждые полгода без необходимости выезжать из страны. Даже если вы нигде не работаете. Находиться здесь можно сколько хотите. Немного географии. Граничащий с Казахстаном с севера, Туркменистаном и Афганистаном на юго-западе, Таджикистаном на юго-востоке и Киргизстаном на северо-востоке, Узбекистан является одним из крупнейших государств Центральной Азии. Общая численность населения свыше 35 миллионов человек. Площадь страны практически 500 000 квадратных километров. Но большая часть территории не сильно пригодна для жизни, так как это пустыня, горы, степи. Ближайшие к столице горные хребты находятся всего в 100 километрах. Поэтому любителям гор Ташкент будет привлекателен. Самая высокая точка Узбекистана – Гисарский хребет, чьи вершины достигают отметки в 4643 метра над уровнем моря. Выхода к морю у Узбекистана, к сожалению, нет. Раньше Узбекистан имел Аральское море, но сейчас море практически высохло, превратившись в пустыню. Климат резко континентальный. Летом температура поднимается до 40 градусов, зимой находится в районе нуля. Но из-за сухого воздуха жара ощущается не так сильно, как во влажном климате. И по моему опыту, от этих 40 градусов стоит отнимать 10 точно. 40 ощущается как 30 в Питере или на берегу Черного моря. А учитывая, что Ташкент – город с большим количеством зелени, то нет ощущения каменной духовки, и даже в самый жаркий день жить здесь вполне комфортно. Меня много пугали предстоящей жарой. Ее здесь называют челя, но нет ничего страшного. Порой в Питере было гораздо хуже, в плюс 30. Кстати, есть также зимние челя. Это период, когда максимально холодно. Это будет моя первая зима здесь, и позже я поделюсь своими ощущениями. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Продолжим. Страна поделена на 12 областей, и это же число отмечено звездочками на флаге. В историю сильно углубляться не будем, иначе потратим на это несколько дней, так как история Узбекистана очень глубока и богата. Отметим лишь пару фактов. Ряд городов имеет возраст более 2000 лет. Через земли этой страны проходил Великий Шелковый путь. Иди на ручки ко мне. Командись. Надо, чтобы он сел. Узбекистан множество раз завоевывался, и его территории переходили из рук в руки. Это определило его многонациональную и гибкую культуру с богатыми традициями. Крайнее влияние на Узбекистан оказал СССР, но 31 год назад республика наконец обрела независимость, получив возможность определения самостоятельного пути развития. Кстати, национальная валюта Узбекистана – сум, что в переводе с узбекского на русский язык означает рубль. Такое вот советское наследие. Столица Узбекистана – Ташкент, и мы сейчас находимся в нем. Это не хромакей, не наложенный фон, это действительно живой вид. Я сам при монтаже первого видео засомневался в подлинности этой перспективы. Да, этот прекрасный вид за спиной больше напоминает Майами, но это не он. Для тех, кто ни разу не был в Узбекистане, на ум сразу же приходят кишлаки, бездорожье, ишаки и грязь. Где-то в глубинке вы это можете найти, если постараетесь, но не в столице страны. Ташкент – развитый азиатский город европейского уклада, с наличием крупнейших европейских магазинов, брендов, ресторанами, больницами и институтами. Что касается конкретно ресторанов, то тут во многих местах я бы отметил уровень сервиса и качество кухни на турецком уровне, что гораздо выше европейского. После завоевания Ташкента Российской империей город застраивали по планам военных топографов, взяв сначала за основу линии и проспекта Васильевского острова, а затем московскую радиальную планировку. Поэтому, в отличие от других азиатских столиц, здесь много широких прямых улиц и 3-миллионный мегаполис не стоит в пробках. Считается, что сейчас Узбекистан переживает 4-й ренессанс, и эта волна вдыхает в страну новый виток развития. Хотя не все нововведения проходят быстро. В менталитете у людей осторожность ко всему новому.
Как пример, когда в метро вводили пластиковые карточки, чтобы народ их принял и привык ими пользоваться, карточки выдавали бесплатно, с оплаченным на месяц лимитом поездок. Узбеки очень трудно воспринимают нововведения и упрощения, и поэтому власти принимают все разумные меры, направленные на внедрение полезной мировой практики. Ташкент – единственный мегаполис в мире, где практически весь городской транспорт состоит из одних автобусов Mercedes. Движение автобусов организовано четко по времени, практически по-немецки, при этом с азиатской изюминкой и отсутствием схем движения. Также вы можете остановить автобус вне остановки или попросить водителя высадить вас там, где вам удобно. Если в центре города это не столь востребовано из-за достаточно частого расположения остановок, то вот на окраине и в пригородах это очень удобная функция. В Узбекистане находится единственное в Центральной Азии метро, и по красоте оформления оно не уступает питерскому или московскому. От Ташкента до Бухары через Самарканд ходит высокоскоростной поезд Афросиаб, развивающий скорость до 230 км в час. Мог бы ехать и быстрее, но опять же азиатская изюминка. Старые железнодорожные пути не рассчитаны на скорость больше. В Ташкенте имеется 15 вышек связи 5G, и тестирование этой сети началось еще в 2017 году. И через 2 года планируется полный переход на сеть 5G. И раз уж мы начали про больной у некоторых вопрос 5G, то стоит упомянуть сразу же, что вакцинирование от коронавируса можно сделать любой вакциной, кроме китайской. Вообще в плане отношения к коронавирусу руководство страны приняло вполне логичное решение. Этот вирус никуда не уйдет, и к нему нужно привыкнуть как к гриппу. Если год назад были огромные штрафы за нарушение масочного режима, то сейчас этот вирус находится на правах, и отношение к нему как к обычному гриппу, без истерии и перегибания палки, применением неэффективных мер. Лично мне это решение особо симпатизирует, потому что я изначально придерживался этой точки зрения. А свою точку зрения вы вправе оставить в комментариях под этим видео. Продолжим. По запасу золота Узбекистан занимает 4-е место в мире, после ЮАР, США и России. А по уровню добычи золота 2-е место среди стран СНГ после России. В 2017 году авиакомпания Узбекистан Хаво Юалари заняла 1-е место среди авиаперевозчиков СНГ в номинации «Лучшее бортовое питание». Даже в эконом-классе пассажирам предлагают плов, манты, самсу и красное вино. Узбекистанцы привыкли жить в большом сообществе. А типичная социальная модель представлена в большом городском квартале Махаля, жители которой вместе отмечают праздники и решают проблемы. В Махалях сохранился древний обычай взаимопомощи. Соседи сообща ремонтируют и строят дома, поддерживают порядок и благоустраивают свой район. Стоит отметить, что дворников нет. Жители действительно наводят порядок вокруг своих домов самостоятельно. Естественно, при таком устрое люди стараются не сорить, беречь свой и чужой труд. В отдельных случаях они доплачивают смотрителям за помойками, напрямую или же через махалю, скинувшись из своего кармана. Для периодической уборки территории это выходит в разы дешевле и качественнее, чем содержать ТСЖ со всем административным аппаратом. Мусор, кстати, сортируется теми же самыми смотрителями за помойками. Мы сразу же заметили здесь интересную особенность. В многоквартирных домах жители 1-го этажа отгораживают себе небольшие участки земли перед домом, как с обратной стороны, так и с подъездной, и облагораживают и обустраивают их. Как правило, там будет беседка или топчан, садовая мебель, кустарник или деревца. Кто-то там выгуливает домашних животных или играют дети иногда. Делается там же парковка для автомобиля. Кстати, выгула собак на улице я за все время проживания здесь не видел. Во-первых, тут очень мало собачников. В квартирах, если держат собак, то домашних маленьких, не нуждающихся в выгуле. Больших собак в основном заводят те, кто проживает в частных домах. Тут я просто польщен адекватностью нации. Ведь это логично, не заводить бешеных размеров собак в большом количестве в тесных квартирах, ежедневно не загаживать газоны. В этом вопросе и порядке узбеки превзошли даже европейцев. В нашем дворе живет большой лабрадор, и это единственная собака здесь, которую я видел. Больше выгула собак я здесь не видел. По данным ООН, Узбекистан опережает все страны СНГ по уровню счастья населения. В этом году республика заняла 53-е место в рейтинге счастливых стран мира. Вот ссылка на статью. Здесь нет такой практики, как угон автомобилей. Полиция никого не крышует, а за угон дают до 15 лет. Только ты вскрыл чужую машину, это расценивается сразу как угон. Воровства тоже практически нет. Ну, есть мелкое, и то только от цыган. Вот как пример, этот ларек мороженого в парке. Ежедневно ночует с выставленными рожками на улице в свободном доступе прохожих. Парк на ночь не закрывается, никто эти рожки не трогает. Вот оставляют напитки на улице, которые не влезли в магазин, и их никто не трогает. Конечно, по сути, это мусульманская страна, но она сильно изменилась, перейдя в светский устрой государства. По личному моему опыту я отмечу, что в мусульманской стране жить гораздо более комфортно, безопасно и приятно. По крайней мере, именно в Узбекистане. И это сильно заметно, когда находишься здесь. Это мое мнение, которым я делюсь с вами. А если кто-то хочет оставить свое мнение по поводу республики, не стесняйтесь оставить его в комментариях. Всем будет полезно увидеть ряд мнений, возможно, даже не схожих с моим. Народ многонациональный, чистых узбеков становится все меньше. Но принято считать, что если отец узбек,
узбек, вне зависимости от того, кто жена, то дети тоже узбеки. Когда приезжаешь сюда, становится очевидным факт большого количества разнообразия имен. У узбеков больше 6000 имен, и практически каждая из них имеет свой смысл. Для сравнения, в России чуть больше 600 имен, что в 10 раз меньше. Еще очень сильно заметно, что основной слой населения – это молодежь. Идя по улице, едя в метро, замечаешь, что 80% людей – это молодые ребята. Старики в основном сидят дома. Дети заботятся о своих родителях и помогают им. Когда ты идешь по улице, в 90% случаев дети с тобой здороваются. Даже если ты идешь по чужой махале, и тебя здесь никто не знает. Такое у них воспитание, и обязательно нужно поздороваться в ответ. Но это все так мило выглядит, что ты неохотно начинаешь улыбаться, и настроение поднимается. Все это так по-домашнему и доброжелательно. Вы знаете, я тут думал, и вот пришел к какому умозаключению. Почему здесь комфортно жить и находиться? У населения нет агрессии к своему президенту. Они его любят, так как он стремится развивать свою страну. Вот тут я напрямую сравню с Россией и Белоруссией, где большая часть населения плюет в телевизор. Когда ты выходишь на улицу с гнетущим ощущением, что что-то не так, и страна рулит куда-то не туда. Так вот, здесь в республике такого нет. И это дает тебе ощущение спокойствия, комфорта и справедливости. А это очень важно. Вообще в госструктуре чиновники, министры и прочие госслужащие держатся за свое место и стараются выполнить свою работу качественно, так как в случае плохой работы их запросто заменят более профессиональными специалистами. Видно, что госаппарат нацелен на эффективную работу и улучшение жизни своего населения. Я бы сказал, что у узбеков принято спрашивать, как у тебя дела, и интересоваться твоим здоровьем. Но со временем это превратилось в чистую формальность, как у европейцев how are you, не требующую от тебя ответа. И этот факт со временем, конечно, начинает немного докучать. Также они всегда обращаются к тебе на «вы». Даже хорошо познакомившись со своими коллегами, у меня не получается перевести их обращение ко мне на «ты». Дело в том, что в узбекском языке нет такого обращения, а есть только «вы». Что замечаешь еще? Это маленький процент работающих женщин. В основном это продавщицы на рынках. Такие рабочие места, как уборщики, консьержи и даже секретари, где мы привыкли в основном к женскому персоналу, здесь в большинстве случаев преобладает мужской персонал. Также много мужского персонала в бьюти-сфере. Например, парикмахеры-мужчины. Это влияние религии. Чужая женщина не может прикасаться к чужому мужчине. В основном мужчины стригутся у мужчин, женщины у женщин. Существует, кстати, ряд заведений, предназначенных только для женщин, вход в который мужчинам запрещен. Вот, например, одно из них. Это массажный салон для детей. Кстати, в некоторых местах идет разделение женщин и мужчин. Примерочные, естественно, будут в разных углах магазина. И мужчинам к женским примерочным подходить нельзя. Согласитесь, это очень логично для соблюдения прав и безопасности женщин. Город не замусорен рекламой. Она ограничена и создается некая информационная частота. Замечаешь это не сразу, но привыкаешь быстро, как и всему хорошему. Также мало рекламы в метро, в некоторых вагонах ее вообще нет. А в некоторых висят телевизоры и по ним крутят мультики или что-то познавательное. На мультики легко отвлечь детей, и они спокойно едут в вагоне. Реклама на ТВ по государственным каналам не крутится вообще. Вместо нее показывается некая пауза для отдыха, красивыми пейзажами и приятной музыкой. Кстати, по телевизору много объявлений о кражах невест. Чтобы не платить калым, невесту проще украсть бесплатно. Естественно, с ее согласия. В некоторых консервативных семьях еще не произошел до конца переход к светскому укладу жизни. Поэтому молодые в случае несогласия с родителями вынуждены обходить таким путем традиции. Я ранее в предыдущих видео уже говорил, что страна напоминает Россию 2000-2004 годов. Скейтеры в парках, ларечки, маршрутки, барахольные продавцы в метро, CD-диски и запись фильмов на флешку, наличие клубов с приставками типа Sony и PlayStation и компьютерные клубы, где молодежь играет, бочки с квасом и мохито. Создается ощущение возвращения в прошлое, но не как шаг назад, а как возвращение в приятное, ностальгическое, доброе прошлое, когда все было так, как должно было быть, по привычному, доброму и простому, и не испорченному под негативным влиянием извне. Кино в кинотеатрах в основном на русском языке. Так как Ташкент столица, здесь большое разнообразие выставок, концертов и различных мероприятий. Многие из них дешевые для местных или вообще бесплатны для всех. Дорогие гости, все ждем вас в театре парка Ташкент-Сити, где вас ждет театральная постановка «Фонтан любви». Время сеансов 20:00 и 21:00. Руководство страны в этом плане большие молодцы. Приоритет на просвещение населения. На местных банковских картах нет CVC-кода. В ходу любые платежные системы. Но российские карты не работают. И совсем недавно отключили еще платежную систему МИР. Съем и внесение наличных на карту через банкомат с комиссией в 1%. Опять же, и в России тоже раньше была комиссия, когда они начинали появляться. Вспомните, такое раньше было. При оплате в кафе, магазинах и тому подобное официант или кассир спрашивает у вас пин-код от карты. Я сначала этого сильно шарахался. Сам вводил код, смотрел на официантов недоверчивым взглядом, не вдавая ему секретные данные. Но потом и привык и понял, от того, что кто-то
кто-то знает ваш пин-код, ничего вообще не случится. Когда ходишь в ближайший магазин к одному и тому же продавцу, он уже запоминает твой код. Достаточно дать ему карту, и он сам выполнит оплату. Удобно на самом деле. Дополнительно для информации. Тип розеток здесь европейский. Это такой же, как российский. Это значит, что все ваши электроприборы здесь спокойно подойдут. На массовых мероприятиях никто не пьет. А мероприятий тут проводится достаточно много. Чайные дегустации, музыкальные фестивали, фудфесты. Практически каждые выходные. Вот, например, один из фудфестов. Здесь представлены различные рестораны и кухни, работающие в Ташкенте. Нет ни одного пьяного, много семей с детьми. Узбеки очень любят детей и стараются создавать для них все условия для счастливого детства. Буквально пару месяцев назад со стороны государства были введены неофициальные запреты на ношение бороды. Это касается только местных, и к приезжим вопросов не возникает. Полиция в добровольно-принудительном порядке отводит выборочных людей с улицы в участок. Кстати, по своему опыту могу сказать, что, например, в организации, где я работаю, есть негативное восприятие даже легкой небритости, той самой, которая сейчас модна в Европе и добавляет элемент мужественности. Меня периодически просят бриться лучше, и все мои коллеги ходят ежедневно с выбритым лицом и гладкой кожей, как у младенцев. Это считается уважением к окружающим, как элемент гигиены. Мы же не ходим с грязными руками и жирными волосами. Также и лицо. Вот такие тут привычки. Есть некоторые местные уклады, касающиеся конкретно местных семей. Их можно знать, но не обязательно. Например, старший в семье всегда муж. Пока он не вернется домой, семья не садится за стол. Или же спрашивает его разрешение сесть, если глава семьи задерживается. Многоженство есть, но на 100 семей будет одна такая семья. И то, это возможно при соблюдении ряда условий. Например, первая жена не может иметь детей, и она не возражает против появления в семье второй жены. Также для второй жены покупается отдельная квартира или дом. По государственному закону, кстати, многоженство запрещено. А я жду от вас ваших вопросов. Что бы вам хотелось узнать? Оставляйте их в комментариях, я подготовлю видео обратной связи с ответами на ваши вопросы. Ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Увидимся с вами через неделю. Сегодня мы поговорим в общем о жизни в Узбекистане и о некоторых мелочах, которые я подметила. Там записывает? Добрый день! Сегодня мы поговорим о жизни в Узбекистане и о некоторых мелочах, которые я подметил. Нет? Да вон она сидит, орет. Где-то монетка была. Ага. Кидай всегда на тело. Помогло? Вот не надо.